иностранец реагирует на Макс Корж. Ты включаешь видосы, и они такие: вот это вайб! А перелеты это дьявольские 24 часа. Нет, это выходит уже официально, Петя. Новая игра. Я тебе дам лям, если у тебя будет там столько-то просмотров. 4 противника в примуте. А за два слота дерется весь мир. Если убрать всех школьников, Мы не отдыхали. Ну типа, Давид, я там видел такой тортик. что Кин вообще в PUBG типа играет. смотрим, ну чё, типа. Да. Твой батя типа вот на земле. Ты чё думал? Добро пожаловать в Kappa Virtual Hub. Пространство, где ваши возможности не имеют границ. Настало время менять игру. В каждом видосе кого-то гасили. Ну, Кто? Прошлое Стиму загасили. У нас Так все это виды достал, носков. загасил. У меня супер длинные, у Пети супер короткие. у меня супер длинный И тоже. у Давида средний. Ну, кстати, да, Нормально. нормально. Помните, был такой CS2? Нам его обещали. Что-то... Вы что с ним делаете, что-то с этим CS2 сейчас? Да, мы постоянно не выбираем его, когда в игру заходим. Да. Да. Там Ну, всегда ну, просят, типа- надо выбрать. Я понимаю, или смысл, ну, как будто бы такое ощущение, что все на хайпе жестком, и все такие: да, ну, это лучшая был хайп, игра да. будет. Типа, и все такие: все, тренируемся, грубо говоря. Негде Ну, тренировок. кстати, Вот именно. болгары, они так и хотели. Какие? Церк, Спеллан. Я когда играл вот эту вот 5 на 5 FPL? хаб, да, ну типа FPL, да, в CS2, они типа говорили, мы просто хотим стать типа лучшими в этой игре. А где там тренировать? Ну, типа, Но там понятно. кроме Даста ничего они больше не Вот играли. именно. В смысле, ладно, там, понятно, нет онлайна, ну, в смысле, никто в него не заходит, но там даже нет этих карт, в смысле, там, ДМок, ничего нету. Что, Петь, как думаешь, Церк станет лучше? У него хорошие шансы. Если он сейчас начнет, у него будет фора, как у НИП в 2012 году. Название компетитив игры. Карта. А может вернут? Может будет больше карт? Ну не знаю. Да нет карт, нет смысла играть. Только А если как демо. тогда, типа, делать? Вот его объявят, когда там дата? В июне, типа, по летом? идее, должен Ну быть. Мне вот. сказал Леван Горозия, что 3 июня. Хотя я у вас спрашивал за день до этого. Когда? Вы говорите, не знаем. А он сказал, Почему L1 знает, Почему когда L1 выходит знает? CS2? он сказал, когда дают тебе этот тикет с CSGO 2, там написано, что А официальная ты думаешь, версия кто-то смотрел? Я не вообще? смотрел, я будет просто третьего окей июня. нажал. Ну вот наступает такой, 3 нифига. июня. Я Ты тоже- тоже не смотрел, окей нажал? и Я всё? тоже окей нажал и все. Вот У меня фотка наступает, была в инсту выложил, но не читал. наступает 3 Вот, июня. посмотри. И что происходит? Типа? Выходит, типа... Ну вот она вышла. И ну, в смысле, Ну, в у тебя плане... есть- Патч будет, где, наверное, карты добавятся. Ну, вот это Не, я странно, какие-то. что там Нет. турик... Нет, это выходит уже официально, Петя. CS:GO Новая игра. будет. И после этого, типа, Кёльн, который первый турнир Он после будет- Player Break, он уже они, будет на они CS2? решат... А, на CS2 или на да, CS:GO? все зависит Ну, от это того, капец. Ну, они будут решать, я так понял, по ходу вот этого Player Break. Players Break, насколько много багов этого Да. всего будет. Ну как будто они На не CSGO. сделают все идеально и будет Ну, дофигища естественно. багов. И как будто не надо Да. Кёльн проводить. в Они PS2. сейчас выпустили только Dust, а там еще... Это мы его даже не играем. Еще 7 карт выпустят. Даже И больше. 7 больше, там выпустят карт 30. 15-20. Зато А ранкет там- появится. Почему? Можно будет на Players Break играть ранкет. Матчмейкинг? Да. Почему как не Dota? появится ДМ? Кибершок первый день демо сделал. А, да? Да. Не, ну Эрик Шоков, потому что гигант индустрии. А что, Я вармап буду сервер на Там не Кибершоке кто-то играет? играет, типа? Да. Мне кажется, там никто не Ну, играет. когда хайп был, там Ну, играли. да. Не, на Кибершоке много людей играет, на Не, самом ну деле. сейчас в CS2... Сейчас нет, сейчас в CS2 ММ даже не работает. Ну, типа, сколько уйдет времени у всех, типа, команд, чтобы нормально в форме войти, не учитывая в вакууме, при обстоятельствах, когда нет каких-то критичных багов в новой игре и все такое, сколько уйдет на адаптацию, грубо говоря? Все лето, я думаю. Полгода, я думаю. Все лето точно. Потом первые полгода будет рандом. Там, мне кажется, любые челы могут выигрывать. Но с другой стороны, сейчас все перейдут в один момент, и будет... Все в одинаковых условиях. Да, и как бы... Ну, да. То все И уже все зависит будут от... много играть. Да. Вот это сейчас в очередной раз шанс для всех челов. Вот Ну вам да. заново.
У вас типа есть шанс на все, что Еще, хотите. если я не ошибаюсь, там, по идее, рейтинг должны обнулить. Шел TV? ESL, Реально? HLTV. так Ну, и по сути, надо. новая Ну, игра. так и надо, пацаны, конечно. Один чем проходит, Ре- сразу в рейтинг не паспорт объективен залетает и все. А там будет, типа, помечено в ранкеде HLTV, что он уже не в CSGO, он, типа, он уже в CS2. Ну, какая-то, понял, табличка У них такая. будет, есть такое, типа, если было, у них стата есть 1.6 отдельно, Да, да. и типа достижения. И, скорее всего, они, наверное, как-то сделают, типа, что CSGO и так далее. Это, получается, мы успеете на HLTV с CSGO останемся с одним трофеем. Нормально. Ну, по идее, с двумя, но там один не добавляют просто. Который в Роттердам. Роттердаме? Да. Ну, Кстати, раньше они Он добавляли. тоже достойный. Они раньше добавляли. Так а раньше это были чемпы Ну, мирового DreamHack Open класса. это был. Там это раньше мажоры были, можно сказать, в 2012 году. Так я тебе не про 12 говорю. Не, ну понятно. Я Ну, говорю, в целом, что ну, в это чемпы 18 крутые году были. добавляли. Ну, да. Потому что не было, типа, больше. Там ничего. просто раньше команды типа лоховские были, но на тот момент они считались не лоховские. Ну, типа. Нави играли на DreamHack. На DreamHack Open, И да. Там было 4 Флипсайд команды. Французы, 2 шведские, Нави Всегда играли и вот датчане такие. были. 5 Это команд. на DreamHack Open, да, такие играли. Вот такие лоховские турниры. Очень долгое время были по 250, это топ-1 турики, все были максимум 250. А потом стали больше. Первый мажор 250 тысяч был долларов. За первое 100. В 13-м, Да, который DreamHack Winter. да. Который в крутом юнчопинге был. Ладно, О, иншопинг нормально. тогда ладно. 100К, да, за первое? Да. И также Кёльн был. Так и что, какой первый, типа, турнир 500к призова? 500 не 15 знаю, но я знаю, какой-то какой Е-лига, первый. наверное, какой-нибудь. Может, какой-нибудь MLG Columbus Major? Я знаю, какой был первый миллионник. Какой? Этот, Веск, который эти выиграли, болгары. В каком году? Виндиго? Или нет, французы? Не, сначала? французы Энви выиграли. 17-й год, по-моему. 16-17. Ну, сейчас самый большой призовой где был? На Стокгольм Major 2 миллиона. Да. Там шейхи не планируют подключаться, типа как с дотой, понял? Так вот, шейхи, они вот планируют, этот же нам инвайт дали в Саудовскую Аравию. No. Вот там сколько призовой? Миллион. В мейн. Миллион. Но это все Но равно у не Доты два. сколько там у Доты? 18, по-моему? Ну, на а этом у же них турнире. типа там, ну, чуть меньше, ну, в процентном соотношении, не в 2 раза меньше у них на этом шейховском турнире, чем на Инте. Не, ну дотерам нужно больше денег просто, чем КС. Ну да. Ну, в смысле, Им надо компендиум бафать. Им надо, Нужно играть 20 пабликов в день, да. чтобы прокачаться. опять же, Бэбиситеры. антидепрессанты. Как в Южном парке, Антидепрессанты, чтобы бэбиситер был, когда ты сидишь, оплачивать катаешь. психологическую помощь после математики. Ну, как будто бы и в Доте, если про антидепрессанты говорить, что я заметил, что там больше вот этих dead инсайдов, грубо говоря, в общем комьюнити. В КСе такого вообще почти нету. Ну, кстати, не считая щас- молодых, типа. Не, сейчас это развивается в Counter-Strike. Ну, они пытаемся с этим проникли бороться. как Просачиваются. А каким, раковая опухоль. каким образом боретесь с этим? Репортим. Баним их. Да никак, ну показываем положительный пример. Показываем, да. Пытаемся... Сериалы показываем вместо аниме, музыку вот вместо этого, опенингов. Я помню, у тебя на стриме я недавно наткнулся, где ты типа сильно горишь. Я не видел, как ты с чего-то в игре так горел. Ты просто сидишь перед камерой и такой, как в 23-м году быть Dead Inside? Вы вообще в своем уме, типа? Это было кринжово в 16-м году, типа, а сейчас это вообще кринжово, типа. Да, так и есть. Каждый раз на стриме, я так думаю. И каждый раз на фейсите, когда я вижу очередного Так, мальчика. я захожу вот недавно, вчера премиум Вот так. играю, у меня 4 противника в примуте, я размучиваю, у каждого аниме-аватарка, и типа клан-тег там, типа Dead Inside, там Depressed или что-то типа такого, это и еще- ник какой-то такой, типа, из каких-то Но в английских КС таких еще слов. это нормально. Там вот в КС я пару людей встречал с вот этой вот подачей дотерской. Мгм. В доте это все такие. Я в шоке. Как там можно находиться? Там все одинаково разговаривают. Кстати, да, есть такое. Но Ну, им причем- кто-то подал плохой пример в свое время. В КСе, а если они проникают, они типа молодые просто. Да. Ну, в смысле, молодые. Но есть челы, которые молодые, но они вообще, ну, как бы их не касается. Вот Петя, типа, он как будто бы вообще Ну, со станиц. никак, типа... Ну там просто не в мог. Боковской не знают, что такое аниме. Бокская выбивали все это дерьмо. Петя лично Выгоняли этого демона. Ну, по Пете видно, мы когда первый раз увиделись, и
как-то завязался разговор, что типа Петя такой ТГК знает, понял, вот такие там O74, я такой, чё? 18, сколько тебе, 18 же лет? 19? Мне сейчас? Да. 20. Ну, уже 20, но все равно я 20-летнего чела, который знает там грандов русского рэпа, грубо говоря, не встречал в жизни давно. Ну, Ну, я ты часто с малолетками я не общаешься? прям их Так знаю, вот но в так, том-то и пару дело, треков. что с кем общался, не Неужели встречал. есть Даже в вроде- обычной жизни, типа. А тем более ты такой думаешь, ну, рисуешь себе молодого киберспортсмена, понял? Я вот Ты тоже, такой, это Dead Inside точно. когда мы Петю брали, я думаю, ну наконец-то придет человек, который музыку слушает помолодежнее, чем я. Да, ты что-то от него подцеплю, типа. Да, вот, фух, слава богу, не буду с этими челами 30-летними. И он заходит, «О, там я слушаю Цоя». Такой, «Твою Так у меня просто мать». такое окружение, ну, типа, все мои друзья вот примерно в таком стиле музыку слушают. У меня пацаны не слушают там вот эту новую школу. Братва, братва. Melon Music, ну, максимум там, ну, не знаю, OG Buddha слушают, может, вот. Майота там, может. Таких вообще невозможно слушать. Этот одну группу слушает. Какую? Догадайтесь. Всем ютубом какую группу. Систему Худам. Не посмотри на него. Армянская группа, нормально. Ост Наруто. Мияги Эншпиль. А, ну это понятно. Все. Все. Не, Как ну, хорошо, что да они ты альбом мог сказать выпускают. просто кальянный рэп, все. Ну а кто еще, кроме Мияги Эншпиль, кальянный рэп сильный? Да, А, ну Хавали Энди нам- Панда, Хавали это нам они. они. Это он, Это и- Эншпиль есть. он просто этот, ники меняет. Ну кто еще, типа, из них есть такой? Да там сейчас много повылезало таких. Так все топ-чарты в кальянном рэпе. Кизару говорит. What the fuck? Измазанный Да. кальянным рэпом. Да, не знаю, там много сейчас повылезало всякую херню Чарт поют. ВК открой, вот там все. Да нет, чарты ВК там вообще Джонни жопа полная. Комета. Да. Джонни Комета. Нет, вот это вообще, я туда даже не боюсь лезть, типа, понял? Не, не залезай, не залезай. Пустите меня на танцпол. Пьяным подвигаться. Такие треки бывают в боксе, кстати. Ну, они, Когда пьян. типа, ты такой, когда ты трезвый, тебя в вакууме спросят, типа, нормальная песня? Ты такой, не, это кринж. Но ты знаешь ее почему-то в припев Потому что наизусть каждый раз точно. ты ее слушаешь. Увезите меня на дипхаус. Не, Но это из тупо сплаша знаю. Это минус. А из западных что вы слушаете? Чиф Киф. Beach Love, Соса. Да, надо подумать, на самом деле, что мы слушаем. Всякую фигню. Я Кендрик Ламар слушаю. С какого альбома? Этот, который Swimming первый Pools, прорывной. который? Да. Какой? Ну, как этот альбом называется? Где Swimming Pools, вот эти треки? Где Минивэн, да? Mad Mad City, City, он да, Mad да, City да. А, да, называется. Mad Good City, что-то такое. Маат, короче. вот Да, это. да, да. И я посмотрел ролик на ютубе, где чел разбирает альбом, вот это все переводит. Я такой, ну Типа да, текста? прикольно. Да, прикольный альбом. Нормально. Начал слушать западное музло. Дрейк, Асап Роки, Кендрик Ламар. Все наши, короче. Парни. Я не понимаю просто, как можно слушать русский рэп, когда есть оригинал. Мне кажется, мои вкусы — это вся музыка. И я вдалбливаю своим тиммейтам, чтобы они слушали разную музыку. Чтоб ты питал, типа... Ну, чтобы я разную музыку они слушали. Потому что он слушает чисто Мияги. Женек слушает, там вообще у него... Макаду Жилек слушает. Ну, Марку, ладно. У него там вот эти Марку, треки, вот это Макаду. солнышко, что-то, вот такие треки. Он Дискотека слушает... авария. Да, он слушает, типа, диско олдскульный. 90-х, 2000-х. Да, ему 22. Солнышко. Он типа такие, знаешь, вот типа что-то между шансоном и такими треками наших родителей на дискотеке, типа Я вот понял, такие. Я вот даже не знаю, какие примеры привести. Ну, я так, Типа в ВК легко найти такие. левый берег Дон, и мы сидим жучом на бутылке, и вот так. Этот город самый лучший город на земле. И он типа... Марджанджа, не- Марджан. Где Ну это, ты жесткую где? песню напил сейчас. У И нас он, прям и он разные типа вкусы. не при каких-то обстоятельствах, он просто в повседневке такой слушает. Да, да. Пока там что-то ДМ наваливает какой-нибудь. ДМ под эти Детройт. песни играет. Прикинь, ДМ в CS2. Так мы Мы ДМ так играем, играем. колонку ставим так, Давидовскую, JBL вот эту огромную, и все, наваливается. Муцураева давай. Вот так вот. Да. Есть такое, есть. В раздевалках такое у футболистов перед матчем, типа они тоже ставят колонку, но кто-то один у них есть ответственный за музло. Так, У вас есть какой-то ответственный за музло? У нас просто плейлист ограничен Мияги.
Да чего ты гонишь? Не, чья у нас колонка, на самом деле периодами, вот я помню, была пролига, у нас каждый раз играла либо инстасамка, либо Мияги перед играми, короче. И прям там такие еще были практисы, что все слышно, и все команды так в ряд, и просто там на всю громкость инстасамка у нас играла постоянно. А что, А иногда у нас что-то русское тоже играло, такое олдскульное. Ну это Петя олдскул тоже слушает. Ну да. Песни, которые Гуф, были да, сам написаны Гуф до того. включает вот такие темы. Вообще. Хайперпоп никто не слушает. Давай, и не Мы таких Dead слов не Inside знаем, тут да. Хайперпоп. Что А у ты, меня, да, ты что-то синие пропал? волосы. Это, А у кстати, меня, прикольный да. трек, у меня он есть, добавлен. Я One Piece Получается, начал будет. смотреть с третий раз, наконец. One Piece? Да. Это И что на какой-то такое? серии. Аниме. Сейчас они Вроде. Санджи забирают с корабля, понял? Я сегодня из дома выходил, и там была эта история, где когда он мелкий был, как он Да, щелом на с острове. челом на острове, типа про ногу, и вот это вот все. Я выхожу, ну, понял, я такой, у меня съемка важная, шаля-ля, такой, ну, будь как бы расслаблен. А я выхожу, у меня все в слезах, я такой... Ну да. Ты, конечно, даешь плакать над мультиком. Взрослый мужик, вроде, Взрослый а мужик. плачет над какой-то, блин, Взрослый мужик, выдумкой. ТГК слушаешь и над Ну да. мультиками плачешь. А сейчас почему дизлайки нельзя ставить на YouTube? Можно. Потому что захейтили кого-то крутого, что ли? Да, Да, нет, Тимати я не с- знаю, с чем это клипом. было обосновано, типа. Который, ладно, не будем про это. Просто прикинь, ютуберов, ну, в смысле, в руководстве, просто сильно достала эта фраза фуру дизлайков. Они такие, это кринж, это надо уже отменять. Мы отменяем Копипаста вот дизлайки». это с фурой, принципе. типа, нарисованы смайликами. Да. Это типа были же эти бифы, война, и ты не смотришь видос, на котором много. Вот, например, раньше заходишь, гайд, как там input lag убрать в винде там 8. И ты оцениваешь, школьник, это да. делает Да, да. Так, ну, нормальный совет или нет по дизлайкам. Да, Да, это да. ладно, скип. Но это как причина, наверное, логичная. Но мне кажется, там причина просто, ну не обижайте людей, и все. Да, Без ты- критики никуда же. если ты ставишь дизлайк, то объясни, типа. Нет, если комментариях, тебе ставят да. дизлайки, значит, что-то надо подумать. Что с ним. Не, Ну ну так как он ты- тебе и говорит то, что... Ну, типа, если чтоб чел писал, в Да, чем проблема? да, и ты такой понял, в чем проблема, что это не ну, просто Ну, он может хейт. же в комменты написать. Ну вот, я и говорю, Используйте мой комментарий как дизлайк. Да. Там 10 тысяч лайков. Это нормально, кстати. Дошли выход. больше, чем просмотров у видоса. Да. Кстати, про вот школьников. У вас нет такого, что на Ютубе, если убрать всех школьников, всех мужиков, которые на очень плохую камеру что-то записывают, типа какой-то очень конкретный совет, ты типа ищешь, Ну да. как сделать Вот у меня было. такой-то Как провод. включить плиту фирмы, что-то там. О! И буквально Или есть такое видео, типа. То же самое. Слышь, я тебе расскажу. Во-первых, эти плиты их завозят там вот эти челы. И в конце, вот тут зажми на 3 секунды, а не на 4. И если они исчезнут, люди Не найдут решения. вообще, они будут типа как... У меня так же Читать было. инструкцию они будут. Им Они придется додумаются. читать инструкцию. Кстати, напоминаем про фрибет от наших друзей из Винлайн до 10 тысяч рублей. Заходи по ссылке в первом комментарии и забирай его. Никаких доп. Условий. Зарегался, получил свой фрибет, получил выигрыш. Типа и практики не хватает. 35 карт за сезон у нас будет. Сейчас у нас 35-40 карт за сезон. Это капец мало. Мгм. Тогда у чулов 160 за 3 месяца. Ну да, они по сути рубятся всегда, они не праки играют, типа, Да. они прям на результат играют. Причем, ну, им как бы, типа, там же в онлайне, ну, тяжело играть, все равно тяжелее, чем в онлайне, потому что на лане все равно навыки другие, там, и в онлайне всегда тренер может зайти и, типа, руководить. Мгм. И, грубо говоря, преимущество таких команд в онлайне. И это такой страх у команд, чтобы не проигрывать. Потому что любой такой проигрыш, хоть он незначительный, но авторитет и имидж команды всегда падает. Ну Вы да. такие, ну опять вы Да, проиграли. кому вы дерьмо. проиграли, тем более кому вы проиграли. Да. Когда тир-2 там каким-то челом Да, проигрываешь. хотя, ну там, как мы видим на мажоре, ну, а кому Да. все проигрывают? А кому до этого проигрывали? Ну и так постоянно, типа, Ну вот, Counter-Strike. кстати, давно не было эры чьей-то. Вот типа там Фейс а чуть-чуть Роттердам повыигрывал. мейджор не было? Микроэра. Ну да. Типа не было такого, вот были там НИП, грубо говоря, потом Фнатик. Фнатик, ну да. Бразильцы там, и так Бразильцы, далее. потом Астралис, Астралис. Ликвид еще были там тогда. Ну, А, Ликвид тоже коротенькая была. Но 4 давно турнира. не было вот какой-то
более-менее Нави, продолжительные. Фейс, и сейчас вот, Ну, Нави, да. Нави, ну, Фейс, типа... как у Liquid, то же самое. 3 месяца. У Liquid тоже 3 месяца было. 4 турнира и все. Ну, вот не... Но, с другой стороны, Liquid, они просто всегда файтились с Астралис, и в конце, типа, у них получилось. Да, да, да. Но это вот Райс записывал, который ролик, что всегда с челами, у которых есть эра, есть вторые челы, которые с ними рубятся, и они как бы подтверждение эры. Но вот почему нет сейчас такого? Ну, долгое время уже. Ну, растет просто конкурентность. Поколение, может, меняется. И это тоже. Сейчас уже старых игроков, ну, как бы по пальцам. Как будто я один из самых старых игроков уже в итоге. Ну, И- тебе сколько, 26? 24 мне. 24? Ну, Но 24. это относительно, Старик уже относительно, если брать с 19 года или с 18 по нынешний, типа Жека как будто, да, такой же. Бывалый. Олдскул. 19-й это еще типа, ну, это Мейджор Берлин. Еще И до этого готовится. 2 года. Готовится еще. Готовится что? Мажор. Ну да. А еще до этого, ну, типа, 2 года я начинал. Уже 6 лет играю. И типа сдвиг сейчас происходит именно. Он уже произошел. Ну как? Ну, с другой стороны, там Стика играть, ЖКМ, сам Даян уже со мной начинал. Ну, то есть как-то непонятно. Сейчас просто конкурент, рынок большой. Еще есть такое, что карты одни и те же. Ну, там надо быть прям клам челом, чтобы не научиться Мираж играть. А уже на Мираже там кому повезло, кому не повезло. Там, решение- Доступ к про-информации, к которой ты можешь типа Да, обучиться. просто сейчас возможностей у всех команд меньше из-за партнерских команд. Ты этих будешь, ну, почему кто выигрывает? Кёльн, Катовицу и так далее. Там- Партнерские команды. Там 16 партнерских команд инца залетают, а за два слота дерется весь мир. Ну Да, куда? да, да. Что это? Там такое? еще OpenClaw нету, там только Да. инвайты по рейтингу. Кстати, раньше был на Кёльн квалы. Ну да, там были close. Я на Катовицу и на Чикаго выходил через open, close, и ты выходишь. Ну все равно одна команда выходит, ну хотя бы там был ESL ранкинг, когда ты, ну, мог из него упасть и... По ходу сезона. Да, и ну, там сделал замену неправильно, все, ты Да. не камбэкаешься. А сейчас, ну, раньше давали все равно инвайты командам именитым, но типа это так. Они решили вместо вот этих инвайтов именитых просто делать партнерские команды. Потому что им выгодно медийка, чтобы оно Ну да, с да, точки да. зрения конкурентности какой-то. Ну вот мы, как обычно, видим, что на этом, что на прошлом мажоре 4 партнерские, 4 не партнерские. А это о чем говорит? Это говорит в хлам о том, что, ну, это неправильно. То есть система такая себе. Теперь На партнерская самом такой, деле, «Да даже если ты нормальная партнерская система». команда, новые проблемы. У тебя выгорание, ты играешь Да, миллион да. бластов. Ну да, и ты не Это, можешь типа, отказаться, Ты на грубо мейджор, говоря. ну, да, на ты самом не деле можешь на мейджорс подойти в full focus. Но это тоже Двоякое, типа. Даже вот если бы мы проходили на мейджор, больше у нас, денег, больше. у нас было бы очень много турниров и так, даже без бластов. И, типа, мы там отказывались, приходилось от чего-то отказываться бы, типа, и так далее. Но это, мне кажется, это меньшее зло, когда ты знаешь, что у тебя все равно будут турниры. Ну да, в целом. Ты Но типа, ну, ты можешь просто некоторые турниры заскипать, типа, и как-то Ну да. отдохнуть. А в гонке постоянного выживания в этой среде ты не отдыхаешь все равно. не, ну ты вот скипаешь турнир, там один раз скипнул, 2 раза скипнул, и тебе такие, ну, турнирный организатор такой, Не скипнул в плане крутой подготовки. в смысле, не фулл к нему подготовился, Да, типа, ну просто да. поучаствовал Они же там в уже да, шоп-форме. берут девушек, ну типа это можно прям по-разному на турнир ездить. Ну, А да, к да. крутым чемпам собираться. Мне кажется, так все и делают. Мгм. Но мне кажется, им все равно, если ты скипаешь турнир. Если ты, тем более, партнер тима, им вообще все равно. Они там заинвайтили кого-нибудь с визами, и все. Без разницы им, кто играет. Как будто. Нет, потому что Нет, вот даже вот это дал медийка, взять. самое главное, это просмотры. Если какие-то да, ты Фейс, типа- G2, Нави не поедут, ну капец. Ну, Или они типа пару раз скипнут, и потом они не перформят, грубо говоря, они вот так к этому относятся, ну как просто типа поддержать, мы поучаствуем, как-то поучаствуем, и они такие, ну нам зачем такие партнерские команды, если они ничего для этого не делают, чтобы не выполнять свою роль, для которой мы их туда Не, ну зовем, да. типа для Ну, перформанса. злоупотреблять для- точно Ну и не в целом, надо. да, Дикий. когда ты плохо играешь, все равно комьюнити тебя хейтит. Ну потому да, что да. ставки все равно горят. Твоя- Никто не знает. Твоя медийка становится другого окраса, грубо говоря. Да, Ты да. такой больше раздражитель, чем нормальный чел. Ну вот что лучше? Вы бы сейчас вот что выбрали? Типа играть в сезон 10 мелких туриков или 3 более-менее тир-1 уровня? 3 более-менее Перед тир-1. мажором, вот, для подготовки к мажору, грубо говоря, что лучше? 3, но с командой, которая вместе долго играет. Мгм. А если ты Сыгравшиеся постоянно- да, уже Да, команды. если постоянно перемены, какие-то замены, новые карты, новый типа движок, то только дофига туриков надо играть. Мгм.
ну, Петя, вот, и Давид, они быстро влились в компанию именно по-человечески? Ну, я помню то время. Оно не так давно было. Да год Они только были прошел. скромные Даже еще такие. не прошел. Мгм. Прям не в Гуччи ходили. И было круто тогда. Ну да, деньги меняют людей на самом деле. Надо следить, не терять голову, правильно? А что ты на меня смотришь? Но они прям были крутые, да. Кидалки. Они очень скромные были, так все так отвечали. Я их там спрашивал про все вкусы, что там думаешь. Мгм. И там спустя время только там они как-то раскрылись. Да, хорошие были времена. Год назад. Лето круто, летом круче жить. Как вы... Темные времена, короче, прошли, лето, новая жизнь. Ну да. Если ты летом проигрываешь, выходишь, зелень, солнце. Ну да, Плюс не- настроение настроение сразу так идет, такое. воспринимаешь, проигрываешь, когда ты выходишь Зимой зимой, просто. дождь, едешь. И такой, Наступил уже. твою мать. Ну да, это 100%. Вот так телефон, офф. На неделю-две, не хочу заходить. Это правда. Давид похудел, я говорю, вы заметили? Сильно. Ну, Ну я да. давно не... Вы, может, чаще его видели? но- Давид в зал же ходит, он занимается. Спортсмен. Вот. Так, доказательство работы. Да, сбросил. Но мне кажется, в вашей команде сейчас кто участвует, самый сильный в этом плане, это Жека Флит. Сильно он... Похудел? Ты в Ну, в каком смысле, плане? сравниваю с тем, какой он был там, когда играл. Ну, ты знаешь, как он в байтит РВ? жестко? Кто? Байтер? Байтит. Почему? На еду На байтит. еду А. байтит. Вот так вот мы сидим на Мальте, он говорит, Давид, я там видел такой тортик, говорит, надо шлифануться им. Так А это сам не шлифовка, А это сам не постоянно. ест, сам не ест. Сейчас подойду, сейчас доем, возьму себе огромный кусок. Да, вот так вот говорит. Идет, ладно, идешь с ним, Кофе маленький, вот накладываешь, такой. такой, прям его половинку еще берешь. Фу, не могу. Ну да. Но он сам контролирует? В смысле, у него есть контроль или там ему девушка такая? Не, он сам. Не, он сам Мы же поедет. по 1,5 года в перелетах, его никто не контролирует. Он неконтролируемый человек. Бесконтрольно. Сезон начнется, вы опять пойдете на... После плеер-брейка опять на такую же фестивальную тему, в смысле, очень долго будете на турнирах, на буткемпах и вот это вот все. Что планируете делать, вот когда не будет этих перелетов и всего такого? Плеер-брейк когда будет? Да. Да ничего, отдохнем, съездим домой. Мне кажется, за этот месяц, вот не только я, вся команда просто решила бытовые Годовой- дела, годовой которые запас. накопились. Мы не отдыхали. Ну, типа, визы пару раз там что-то, еще там всякие декларации налоговые, что-то там документы, новый пак, новый паспорт, все собираешь, По этим врачам, по звонишь. зубному, по всякой фигне. Типа не покайфовать там, просто Ну что да. тебе ничего не надо постоянно делать. Помимо этого никуда. надо еще стримить, медиа-актив. Ну, вообще какая-то Постоянно какие-то дела были. Есть такое. деловые какие-то стали пацаны. Ну Чё, да. где достанут-то, кстати, сейчас? В Он дома? Казахстане Вот дома. он, Он Он прям свежий, заряженный. да, он прям нормально перезагрузился. Как он говорил, я хочу с Казахстана улетать на турниры. Вот тогда так говорил. Чтобы мы из дома еб... Ну да. Если это правильный майндсет. Есть, вот у всех надо разрушить в этом подкасте майндсет. Кто на буткемпе, тот выигрывает. Кто не умеет тренироваться из дома, у кого не хватает профессионализма и грамотного тайм-менеджмента, тот никогда ничего не выиграет. Кстати, хероики, они же не буткемпились перед мажором. Ну да, давай Они в онлайне дом это типа самый лучший должен быть. Ну, в смысле, комфортные, сильно комфортные условия. Да, Комфортнее дом даже, эффективней. даже комфортнее, чем если вы фулл сыгранная команда, у вас типа все хорошо, вы на буткемпе, все равно дом комфортнее будет Да. по ощущениям. Ну, чисто плюс от людей ты психологически. отдыхаешь, ты не выгораешь, типа. Да. Даже если ты много играешь, ты дома чуть-чуть Дома можешь ты, расслабиться. вот дома ты побыть не выгораешь. наедине. Я 2 года в пандемии, 1,5 года сидел по 12 часов в день. Ты там нет выгорания? Не знаю почему, потому что ну там делать нечего, все равно дома сидишь. А перелеты это дьявольские, 24 часа. У меня нету перелетов, где я в отеле не ночую, не жду взрывов. Мгм. То есть это что-то невероятное. Кстати, я вернусь к Петиной и Давида адаптации. Все, я помню, даже как-то в твоем видосе было, что вам Достан говорил, что вы уже все full с акцентом разговариваете, типа
с Достановским. Он как-то сказал, вы уже типа с казахским сильно акцентом разговариваете. И я заметил, что мы когда вот были, короче, на каком-то медиадне с вами очень долгом, несколько дней, я просто приезжаю домой, и я начал вот эти фразы, типа инста, не инста, эти интонации, типа вы замечаете за собой? Ну, у тебя уже въелось жестко. У Давида тоже. Казахская именно? Да. Мне кажется, не казахская. Ну, Ну, на в самом смысле, деле, не ты замечаешь понял, о чем это. я, в смысле, Ну, Это да, просто понял. само, это реально въелось. Ну, уже. просто есть челы, которые интересные, у которых подача нестандартная. И у каждого такого И человека, ты с которым берешь. да, самое интересное, все у всех забирают. Но у нас... Вот они пришли вдвоем, как думаешь, сколько мы у них отличных интонаций забрали? Вообще ноль. Потому что у нас тоже казахи в команде мы пришли были. из казахской школы, там сколько, год или полтора, Давид вообще там долго играл. Да. И мы пришли к Достану, это Достан тоже из этой школы, даже там типа еще раньше. Ой, еще позже, точнее. Не, Ну и ну, по сути, короче, я к тому, что это похоже на, знаете, когда муж и жена долго вместе живут, вот даже они, так долго. вот, я про это говорю. Да. Они начинают друг на друга быть похожи, типа, и у вас такая же тема. Так везде, да. Ну, если что-то интересно, прикольно. Например, когда был Даур, я говорил слово, да это все сняк, типа, конченое, типа. И он потом спустя время тоже начал говорить. И так каждую такую нестандартную какую-то фразу, которую много раз повторяешь, она автоматом у всех заедает. Но нужны новые. Но кто у вас главный больше всего, в смысле, трендсеттер вот этой типа темы, именно интонации и всего такого, это Достан, наверное. Да, но это связано с тем, что он старше, и у него больше... Накоплен багаж. Накоплен, да, каких-то фраз и предложений, которыми он может грамотнее передать там какую-то ситуацию. Мгм. Ну а так в целом я-то уже нет. Он, как бы то, что я ему дофига дал каких-то фраз, и он мне дал. И сейчас Они как-то растворились, это Да. ничье уже, это типа... Уже ничье. Общее. да, ваше, всё. общее. Все общее у нас. Это наше. Я недавно смотрел подкаст Адрен с Кином, были у челов, у Esquire Казахстан, или как-то так они я называются. видел. Я не Бред. смотрел. Да, они рассказывали, что Кин вообще в PUBG типа играет. Играл. Он же Играл, чемпион да. мира по Да, чемпиону да. мира. Вот у вас есть какая-то такая типа тема, что вы во что-то играете? Counter-Strike поиграл. Ну, у меня есть, допустим, я в свободное время могу поиграть там PUBG либо в Доту с друзьями. Ну вот Типа это чуть-чуть развеивает. я к тому, что ты когда играешь, ты это чисто как развлечение, или ты понимаешь, что если бы я задрочился чуть-чуть, Не, Я бы смог, 100% нет. Это столько, это еще минимум 10 тысяч часов надо играть, чтобы там задрочиться. По-любому это как развлечение. Там у меня 2000 ММР дали вот после калибровки. Вообще мусор. Был 2000 ММР. мусор. Надо Там было прямо- называть. Там 2 Со мной мусор, надо реально. девать. 200 или 2200. А в PUBG там, я не знаю, вообще. А, ну 2200 нормально. тогда. Обычку играю в PUBG. И там тоже мусор. Это скрытый пул. Просто нравится с друзьями поугарать, что-то прикольное поделать в свое удовольствие. и всё. На Dead Inside посмотреть, опять же. Я в доту Я еще заходил. мы когда не в пятерке играем в доту, я прям троллю этих гулей, там, на мид идет у меня чел, он прям мошнит жестко, короче, начинает мошнить. Я его прям так чуть-чуть пытаюсь потроллить в своем. Я тоже играл год назад, по чуть-чуть, типа, и они прям мрази. Я прям... Есть прям твари, реально. И ты прям Бывает. такой, ну блин, чувак, ты же просто пришел, не знаю откуда, посидеть в доту поиграть, ты же сам ничего не понимаешь. Я примерно понимаю ассоциативно из КС, как должно это работать, как легко выиграть. И он что-то там рассказывает про какую-то микродетальку, хотя сам в хлам ошибается в плане типа передвижения. макро. И ты думаешь, ну блин, если я даже это понимаю, ты своими 36 тысячами часами на моем уровне. Зачем ты вообще? Я выучил от вас несколько новых слов и стал их использовать сильно. Mind Games, Это от Достана, по идее. потом не фонись, я долго не понимал, что это. Но это как будто бы много может значить. Ну, это типа не то, это вот как самая база, не переживай. Ну да. Но Не это можешь не- использовать, типа... Да это не- во всей сфере не жизни можно там, говорить. Как Забей, не фони. Ну, забей, наверное. Забей Или больше. не жалуйся, вот в таком духе. Но больше, Да типа, не не ной. фонись. Да, не ной, вот. От контекста зависит, как ты говоришь. Много есть смысл. Да, но это еще
этого просто команды тема. И Киндер пришел оттуда. Мгм. И он принес И он это нам не сказал фейс. это слово. Да. И Женек пришел, вот у него вообще другой сленг был. Не багуйся, у него такое Не слово. багуйся. Да. Типа это... Да Ты, ты... кстати, Он не говорил так, пиз. Не. Потому что я помню, пообщался с пацанами из Форзы, и они все говорят вот так, пиз. Я не знаю, у них у всех своя такая тема. И прям это вот так Есть жестко бросается в ухо тебе вот так. Да, есть слова, которые режут прям. Да. Слух, А ты заметил, такой, вот прям кстати- неприятно. Но потом со временем... Ну да. Жека, ты замечал, что Женек, когда убивает, он говорит, типа там, допустим, не мясо убила, ну, всегда. Он именно не убил, а планул. Вот я никогда в жизни этого не замечал. Мне вот мы играли там много фейстов с моими друзьями, и мне все говорят вот так, Петя, ты не замечал, что Женек всегда говорит планул? И я такой, что? Типа для меня такой инсайт. И я слушаю, реально Ну, планул. блин, Женек жесткий Планул. тип. Он если челов втыкает, он вот именно не пашет. убивает, а планул. Он прям планул, говорит, всегда. Ну какие еще слова? Вот, не фонись. Mind Games. В хлам. В хлам. О, кстати, Точно. вот у меня вот это тоже пришло. Хлам. У меня был период, когда только пришел в команду, и там что-то много месяцев там со своими не общался, друзьями вот из КС индустрии, типа. И их захожу к ним, TeamSpeak, начинаю играть фейсты, и вот это в хлам, и они такие, что за в хлам ты постоянно говоришь? Я говорю, ну мы Оно все так тоже, говорим. оно как бы значит одно, но у него Не-не, еще градация очень... Хлам, и так надо говорить. Если это градация проведет. Но вообще и эти протяжность, вот тоже это я бы выделил Подтянки. как отдельное, как будто отдельное слово. Типа, когда ты говоришь инста, и типа, я инста его. Ну да. Ну это, мне кажется, это все вот интонация, это все чисто казахская тема, как будто. Интонация, да. У них это в хлам решает. Ну, опять скажу. У них, короче, интонация и очень решает. сильно решает. Да. Я смотрел подкаст, не подкаст, биографии, короче. Там про личности, они там читают книги, что-то рассказывают. И там есть чел, Втахович, знаете такого? Не, первый раз. слышу. Или какой-то там комик. И он прям говорит, я прям заметил, это что за тип вообще? Он сидит, ну короче. Кавказская Ну, интонация. дагестанская. Вот не дагестанская, вот у меня такой друг есть в Новороссийске, вот он также рассказывает, и это не вот прям... как что-то- Он именно что-то- поет, да? Да, что-то Да, среднее. да. Не, ну Нормально. топ-1 это в хлам слово. Точно, потому что нигде его... Ну, в смысле, Более- если остальные ты как бы слышал, и ты можешь понять, что они значат, но в хлам оно вообще как будто Я, кстати, не не должно... понимаю, вакуум откуда оно проходить. взялось. Я сам Это первый Дастан раз, сказал. мне это не Это понятно. Дастан обычно Это говорит. Дастан. Я Достанка? А каждое вот, слово, допустим- причем я знаю, кто, откуда. Да, Говорил, да, это источник, говорил да, Достан, это Достан. потом Женек это начал говорить. Что-то Женек в хлам вот так вот говорит. Абсос я начал говорить. Вот абсос. да. Обсуждение. Да. Перевод. Серьезно? Это Да. в этом? Типа Это не типа- человек абсос? Не, да, вот типа, Нет, вот нет, знаешь, там, кто сколько получает в командах, там. Опять этот абсос Да, начинается. вот давайте не будем. Надо сесть на диванах после праков и думать, ну блин, В хлам абсос начинается. Градация. какой-то, знаешь, тему, которую Так мы в уже Питере 1000 мы раз делали. обсудили, там ни к чему не прийти, это не по делам, а просто Просто так. давай обсосем, что там у Мы нас. также в Питере делали, после праков ложились на диван вот так вот и всякую фигню просто обсасывали именно. Кстати, интересно, почему, допустим, вот мы играли с Дауром, с Русом, с Осетом в команде, у них нету в хлам. Это, наверное, кызылординская чисто движуха, вот это в хлам. Да не, Достан просто может взять Да, любое Достан слово просто с интернета, которое прикольное, и Которое им сказать понравилось, и он просто скажет. Да, да, и всё. он сам его обернет в то, что ему надо, Да. ну, грубо говоря. Это же не... Когда он смотрит NBA, у него была такая... Я вот знаю по этапно, вот у него было 4 месяца там погружения в НБА, там, либо 3 месяца. Ну, мы должны быть тайтл-контендерами на этом чемпионате. Тайтл-контендерами? Типа вот Нави, там, Витальти, вот мы должны к ним стремиться, тайтл-контент, да-да-да. Короче, у них ростер, там, поколение с поколением, начинает эту всю движуху, поколение из НБА, я такой, ну да, походу. И такие новые словечки, чисто на английском еще особенно. Ну, кстати, ты про НБА сказал. Вы зачем-то следите, типа, из спорта таким? Футбол только есть. Футбол, НБА, искусства боевые. UFC. Смешанное единоборство. Какие? UFC, Профессиональные или типа поп Не ММА профи, вот не это? поп ММА. Не, мы не это не. Не Ну, уважаем уже, такое ну дело. уже, типа, там уже как будто поп ММА мало пахнет в каких-нибудь хардкорах, и типа того, там уже челы такие. Так Достан, по-моему, хардкор Ну, смотрел. Достан у Нет, нас смотрит вот этот поп ММА. А что ему делать? Он на буткемпе 6 лет. Он все уже смотрит.
Но вот этот Он включает Адесанья видос, вырубил Чувак своего заходит, я здесь пахан, там 10 типов сидит. А, да, мне да, что да, скажет, короче. это Шамиль И Пахан начинается Галимов. драка какая-то. Да, И да, Достан да, да. включает, вот, смотрите, тип заходит. Да, и это смотрите, жестко. что сейчас Это будет. жестко. Включает вот эту фигню на Да, бутылке. на хайп реаль, типа. Нет, самое главное в поп ММА это их никнеймы, это вообще Да. искусство на самом деле. Да. Это не искусство, это просто никнеймы в КС на пабликах у челов. Пулеметчик. Что-то Дима Бульдозер, вот это все. Какие там еще есть прям крутые? Там у чела погоняла вонючка или как там. Я не помню. Короче, мне рассказывают, типа А, там... вонючка, там Да. был у них Я на том угораю же с- этом, он типа один раз типа якобы пернул где-то у них типа в комнате, и они его задушили, а он молодой, типа ему 18 лет, они такие, вонючка, он такой, я вонючка. Ну да, и все, он, короче, все погоняла вонючка, он такой, бэй, вонючка, он такой, что там у вас? Он, прикинь, он потом в UFC прорвался, и типа у него, Ярослав, вонючка. Терминатор, там что-то. Ну что-то, Не, да, в этом роде. Зелимхан пулеметчик. Зелимхан пулеметчик. пулеметчик, да. Черт, да, ну это его так зовут, ладно. Лысый хищник там есть. Там у него папа, Моряк. там папа Моряк. никнейм придумал. Ну и в UFC кто последний там? Адесанья победил. Чел его три раза втыкал. 2 раза в кикбоксинге, 1 раз в UFC, отобрал у него пояс. Он поехал в Австралию на фул плотный буткемп и воткнул его. И Ну да. там вообще такая история была, что сын этого чела, и там Перье, Перье. Кормье. Нет, Кормье это типа другой чел. Парье, либо Перье. Перейра? Перейра, да. Вот. Мгм. Он его же воткнул. Да, да. Вот, и он первый раз, когда он Сын его воткнул, упал на октагоне, да, и его этот чел сын вот так с упал. лука стрелял потом, Адесанья в его сына, и сын плачет. Короче, там У тебя этот YouTube Shorts или типа, и в инсте вот этот видосик постоянно Да, ну, вылезает. короче, там было так, что Перейра его воткнул, и сыну там что-то 5 лет было, и он тоже, типа, сделал вид, что в нокауте. Потом А-а. Адесане показали это, и он такой, типа, это что за, типа, тема? Чё за так малолетка? неправильно делать. Нет, ты что за малолет? Да, Давайте его так сюда. неправильно Вторым делать. после. Потом вроде его еще раз воткнул он, и 3-й раз там реванш. В итоге Адесанья воткнул его, и... А он типа к сыну падает, мол. Не-не-не, там так было, он упал, лежит, короче. он достал лук и по типа паре, типа начал Перейрой стрелять, и, короче, его сын плачет, типа такого, и он такой, типа, смотрит на него, ну что, типа, твой батя, типа, вот на земле, ты что думал, тебе с рук это сойдет? И потом через пару дней берут интервью у Перейры, и ему это рассказывают, и он говорит, да я не понимаю, типа, взрослые же люди, я бы так делать не стал, он же ребенок. Ну, короче, ладно, типа. Это личное уже у него. Да, это он, типа, меня Он прям должен ненавидит. Типа, ну, там он его 3 раза воткнул. Так он у них постоянно трэш-толк какой-то, да, был по этому поводу? То, что он его там 3 раза втыкал. Конечно, он хочет его пиздить. Ну, для него, говорит, цель жизни. Я победил. Прикинь, он его в кикбоксинге втыкает, он переходит в UFC. 2 раза. Паша, да этот тип там что-то чилит или что-то там делает. Адесаню никто Он приходит, не втыкал, кроме него. И он 3 настигает раза его его опять. втыкал. Ну вот, Это жесткий чел. если про UFC, прикиньте, пресс-конференции, в КСе были бы тоже, типа, пресс-конференции с потасовками вот с этой всей темы. Кстати, я бы в таких бы поучаствовал. Вообще, Да, прикинь, да. вы там трэш-точите жестко. Проблема в том, что в UFC это как просмотры. И вот ты, например, к тебе приходит Дана Уайт, говорит, короче, ты типа лох, тебе надо, а тот чел тоже лох. Если вы конфликта не будет, мне зачем ваш бой ставить и продвигать? Ну, типа, да, сделайте медийку. Я тебе дам лям, если у тебя будет там столько-то просмотров. И он дает им. А в КСе всем плевать. Типа, ну... Да не, ну и ты тоже сравнил, типа, это, понятно, что это не будет сразу на уровне UFC, типа, с этими договорниками, там, сценариями, понятно. Не, ну хотя бы просто был, если бы это было бы на бумаге, понятно, а то зачем мне, типа, там, быковать на какого-то чела, особенно которого медики больше, если в итоге я могу лишиться всего и да, ничего не получу. И поэтому люди сейчас все сидят. Но с другой стороны, ну в КСе бы это наоборот было бы круче, потому что дистанция матчей, она типа большая. Это Да, как да, в да, регулярке, ты постоянно Барселона-Реал, Да, Барселона-Реал. в дерби бы появлялись, в смысле, не только на... Сейчас есть дерби, типа вот даже Монтефорт какой-то, Да, да, и да. наоборот повышенное внимание. Но это... Ну, прикинь, сколько его бустануло бы это внимание, если бы они еще на конференции, типа, Кстати, друг другу. конференция бы в этом матче Монтефорс я бы посмотрел. Кто Ну, бы это самый да, сильный было бы трэш-токер был? Мне кажется, какой-нибудь, типа, Кэдиан мог бы нормально раскачать. Но он и тему. так старается так- в этом плане двигаться, на самом деле. В плане какого-то медийного Не, движения, раскрутки. Кэдиан не стар-плеер. Типа тут
трэш-токер должен и круто, типа, убивать всех, но Ну, быть, типа Ника ну, какой-нибудь. типа, Зайву Симпл. Этот. Апекс. Апекс, кстати, в реале бы Стопудово. трэш-токером был бы. Он Не, бы да, жестко. они-то трэш-токер, но, типа, это не Ну, задевает. ему чувак говорит, да ты сенсей. Не, так, садись, так чё ты подожди, там, кого ты так там вот, убивал? так не, в этом-то и прикол, типа, в команде есть чел, который, типа, трэш-токер, и есть у него чел, который жестко... За него втыкает. Жестко втыкает, но он, типа, молчит, понял? И этот как цепная собака, грубо говоря, за него разбирается. Не, ну да, ну даже вот NBA мы возьмем, там есть крутые челы, старплеер, а есть типа саппорты. Если саппорты, они поддерживают только вот так крутых челов. Если саппорт начинает выпендриваться на другого, ну как бы, а в итоге коры еще дружат из других команд, то это нелепо смотрится. Поэтому это надо, чтобы вот именно основной чел, сам, там, движок команды, там, на которого все играют против другого чела. И тогда это будет круто. Это как Кеннис, Конфиг, что-нибудь такое было в тот момент. Зайву Симпл, Ника, Марик и Киндер. Ну, в этом У нет вас бы смысла. в команде кто за это отвечал бы, за трэш-ток? Мне кажется, Давид бы. Ну, Давид Ну бы да. так вот что-нибудь вытирал бы. Ну, и такие челы тоже есть харизмы, которые, типа, все равно будут давить, но там все равно нужен гибкий ум. Ну, Он, типа, чтобы ответит, в моменте прыгай построиться. на своей бэшке. Что ты там мне говоришь? Да, Пока я иду, типа, клатчи беру, ты на своей бэшке прыгаешь. И тебе надо что-то крутое ответить. Ты ему. такой, не споткнись, Говоришь, не споткнись об курицу. Ну, пока будешь попробуй взять выходить. там, типа, против Пети, например, клатч. Я посмотрю. Я прыгаю, типа, вот роликс. Я напрыгал на ролик. Смотрю на Да. таймер раунда на своих роликсах за 50 тысяч баксов. Хорош. Да, нормально. Даже не в фокусе я прыгаю, мне по. У меня, я не могу, у меня блики отсвечивают от золотых Меня часов. слепят. это. Иди на ДМ поиграй, Эти пока роликсы. я попрыгаю. Ну, типа, ну такое надо грамотно кому-то Да. соображать. Ну вот мы сообразили, типа. За- Всей толпой, А в только комфорте, подожди, на ну диване, ты это спустя 2 подожди. часа. А это, подожди. прикинь, как При своей пресс-конференция, толпе. 200 человек сидит, Да, и и все тебе еще вопросы это надо на задают. английском сказать. Еще на английском надо, да. А на английском оно же не звучит так, как вот Не, мы сейчас ну сказали. подождите, можно же с переводчиками, типа, все равно есть, там приглашают каких-то даже... Там с переводчиком Не, это даже так в UFC, звучит. если ты, типа, крутой чел, ты на английском должен. Ты должен, Ну, да. I will smash you, типа. Как Хабиб говорит. Да, Хабиб Да. вначале очень смешной у него трэш-ток, когда он не сильно знает английский. Он такой, I smash this guy. Ну, он так не сильно разбирается, он такой, I don't know what he's saying, I smash him, guy. Да. А мне, кстати, с этой идеей знакомый приходил, говорит, а что если в контре сделать типа конференции, типа трэш-толк и так далее? Я говорю, ну это нормальная тема, но ты это не Это сделаешь. стараются делать перед матчами. Типа, Ну, когда их приглашают. да, когда что ты они- там сделаешь? Там вот, Ну, это такое. надо начал сенс. Что-то там. Это, А, как, да, да. это как тогда в этом, Да, мы в помнишь? Роттердаме В Роттердаме. стоим, на Дримхаке, там финал. Да, и финал. Дастан выходит, и их тренер. И мы их не почувствуем. Типа, вообще, это кто такие? Значит, что-то типы вышли на сцену. Дастан дает микрофон, такой, хорошо. I will smash you. Он такой, да, ну давай поиграем, типа, и все. Ну, и в итоге он проиграл, и все, он такой, И потом достал. и вот его номинируют на лучшего тренера в итоге, а Дастан не номинируют. И он такой, как Thank так? you people from Kazakhstan. Вот Я так вот менеджер Дастан выиграл, говорит. его выиграл в очной встрече, а меня даже не номинировали. Ну, вот это было как в Доте последний раз, когда Рамзес с Квином, с CCPC играли, Ну да. и их пригласили Рамзеса и из Gaming Gladiators с другого чела. И у Рамзеса спрашивают, мол, типа, чё, как по матчу? Он говорит, я ожидал видеть здесь другого, типа, напротив меня, и все такое. А CCPC такой, да мне как бы... Ну, я выиграл. девайсы настраиваю. Ну, понял, как будто бы вообще. Ну да. Рамзес его постоянно типает, пытается его Но это как-то задеть. жестко было. Это такой Ну, апсет CCPC был full focus жесткий, просто играет. когда он его типает, они его убили пару раз. А, это в первом матче. И потом они жестко на Эмбере Инпандас... он играл, да? Да. Да, я смотрел. Он жестко на Инпандас, они, ну, Gaming Gladiators выигрывают, и инста-тип залетает. От троих, от троих. от Квина первый тип за все их, типа, матчи. Да. Он такой просто поставил точку, типа. Но это не, это не выглядит как поставил точку. Не, Это ну, выглядит как, ну ты выиграл и такой типа точку поставил. Надо было с самого не, начала. ну, Не, не, прикол в том, нет. что он всю игру молчал вообще И ни не слова. реагировал на Даже типы когда его Рамзеса, убивали, да. не реагировал. Когда убивали Рамзеса, ничего Это не самая легкая позиция. Тогда, Ну вот. Типа не реагировать, а в конце, когда ты выиграл, Да. то ты такой, все, короче. да, ну такой. да, так Но- это на яйцах ты вышел такой.
Ну, Я на- тебя не, не наоборот, ты не на яйцах, ты сыкло. Нет, Ты бы с самого начала начал это, либо ты в конце не должен ничего говорить, если ты не реагируешь. А ты такой, типа, выиграл, и в конце, давай, иди. не, ну это типа ты такой, он на тебя прыгал, грубо говоря, ты никак не реагировал, потому что это типа недостойно твоего уровня. И в конце- это тип значит, что типа это доказательство, что ты не мой уровень, типа. Не, либо это, типа, ну, в итоге я на твой уровень опустился. В конце, когда узнал, что я могу победить. Ну, возможно. Если ты не на моем уровне, то ты как бы в конце тоже не на моем уровне. Но это беспроигрышная ситуация. Типа ты не реагируешь весь матч. Если Вот. ты проиграл, то и не реагируешь дальше, Да, как бы ничего да. не поставил на это. Ты вот понял так. меня? Ну да. А да. теперь ты на это смотришь по-другому. Вот я, ну, в моей голове я уже заранее понимаю, какие ауты у чувака. Да, Но да, это в итоге самая вот сцикливая позиция. Без ставки, ничего Да. не теряешь. Ты либо вначале выпендриваешься, либо не выпендриваешься вообще. Согласен? Ну да, надо, чтобы ставки были высоки, как говорится. Ну да. А что ты, типа, в конце съедешь, типа, да это паблик, фигня, ну красава он. Ну, а ты в итоге так еще мерзко подкидываешь что-то в конце. Ну, ты должен был с самого начала тогда это делать. А вы ставьте лайк, подписывайтесь, пишите в комментариях, понравился вам такой формат или нет. И накидайте тем, которые мы, может, в дальнейших выпусках сможем обсудить. Всем пока-пока. Дизлайков наваливайте под видосом, пацаны. Фуру дизлайков навалили. Разгружайте сюда. Чел, Джеймтайм работает только в CSGO. Не стоит сейвить свой лайк, комментарий на следующий ролик. Просто сделай это.